Привет, друзья! Как вы знаете, Димаш сейчас находится на Славянском базаре, и мы все следим за тем, что там происходит. Это очень интересно. И у меня появились кое-какие мысли, которыми я хочу с вами поделиться, потому что я считаю, что это действительно важно. Хочу посмотреть и проанализировать, что же и какие изменения произошли за последние 6 лет. Мне кажется, для некоторых очень важно сейчас понять, кто же кому помог. Димаш Славянскому базару или Славянский базар Димаша. В общем, друзья, давайте попробуем вместе разобраться. Димаш появился на Славянском базаре 6 лет назад, в 2015 году. И за 6 лет многое изменилось, как для Димаша, так и для фестиваля. Сегодня Славянский базар отмечает 30-летний юбилей. И если в 2015 году Димаш участвовал на конкурсе в Витебске в качестве конкурсанта, то в 2021 году он уже участвует как почетный приглашенный гость и также как член жюри. Нельзя забывать и о том, что Славянский базар тоже сильно изменился с 2015 года. Несмотря на то, что всегда Славянский базар считался визитной карточкой молодых и невероятно одаренных талантливых артистов, но все-таки нужно сказать, что раньше это был конкурс широко известный и популярный на территории бывшего СССР, среди стран СНГ. Сейчас же это международный фестиваль, за которым следят из самых разных уголков мира. Друзья, я сужу по статистике на нашем канале, и я уже могу констатировать факт, что за Димашем на Славянском базаре следят более чем из 50 стран. Очень важно добавить, что сейчас тяжелое время для спорта и культуры. Не все соревнования, не все фестивали и конкурсы выживают, а Славянский базар не только выжил, но еще и сделал очень большой шаг вперед. Я думаю, что если кто-то смотрел целиком церемонию открытия, то вы понимаете, что там было на что посмотреть. Качество артистов невероятное. Все, кто был включен в число выступающих, по-настоящему достойны такой чести. И заслуженно оказались в качестве открывающих фестиваль звезд. Я заметил, что в комментариях есть люди, которые пишут, что Димаш уже звездой приехал на Славянский базар. Или, например, что фестиваль и без Димаша супер популярный во всем мире. Я немного хочу поправить вас, дорогие друзья, и поделиться своим мнением. Я хочу сказать, что так получилось, что Славянский базар помог Димашу в начале его карьеры. Естественно, уже тогда, в 2015 году, Димаш обладал невероятными данными, и наверняка, если бы не Славянский базар, то наверняка где-нибудь бы привлек к себе внимание. Но это факт, что победа в 2015 году стала очень важной и необходимой ступенькой в карьере Димаша Канатовича. И кто знает, где и каким был бы сейчас Димаш, если бы не было Славянского базара. Ну и, конечно, это определенно факт, что сейчас Димаш, как настоящий казах, очень благодарен Славянскому базару. Я уже говорил, что казахи это очень благодарный народ. Так вот, Димаш уже в статусе мировой звезды возвращается на Славянский базар в качестве благодарности. И тем самым привлекает к Славянскому базару свою огромную аудиторию, которая начинает следить за тем, что происходит на этом фестивале, и в том числе следить и за другими артистами. Не знаю, как это называется в мире шоу-бизнеса. Я, как и Димаш, не очень люблю шоу-бизнес, но я бы назвал это взаимовыгодным сотрудничеством. Ну а спорить, что было раньше, курица или яйцо, совершенно бессмысленно, на мой взгляд. Я думаю, что и Димаш, и великолепный Славянский базар благодарны друг другу и получают настоящее удовольствие и дивиденды от такого взаимовыгодного сотрудничества. А мы с вами, как простые зрители, в итоге получаем невероятные эмоции и удовольствие от наблюдения за подобной синергией. Важно также сказать, что сегодня Димаш выступает на Славянском базаре еще и в качестве члена жюри. Теперь он может помочь молодым талантам выйти и стать настоящими большими артистами, мировыми звездами. Так что я надеюсь, что такая совместная деятельность Димаша и Славянского базара только начинается, и впереди у них огромное светлое будущее, и все самое интересное еще впереди. Поэтому предлагаю вместе следить за тем, что происходит, и радоваться, что мы становимся свидетелями настолько увлекательного и красочного времени. Хотя и, конечно, все это несмотря на все сложности, которые также встречаются нам на пути. В любом случае, друзья, я рад поделиться с вами своими соображениями. Надеюсь, что еще скоро увидимся. Всем пока!